Продолжая тему предыдущего видео по поводу настройки и оптимизации винды, я решил залезть глубже, изначально совсем другой целью, это исправить различные косяки системы, но по итогу пришел к тому, что даже удалось повысить производительность. В основном в процессозависимых играх, там где уже задействуется видеокарта, разница, если и будет, то скорее всего минимальная. Тем не менее, для тех ребят, которые не смотрели предыдущее видео, мы там с вами разобрали установку винды и самые базовые настройки системы. Для того, чтобы не быть голословным, давайте посмотрим на результаты в одной из CPU зависимых игр. Это Oblivion Remastered. Тест слева — это получается запись до настроек со службами и, естественно, без разгона. Это мы можем понять по прыгающей частоте нашего процессора. И первый тест уже после всех настроек, которые вы видите справа, я провел с включенной ПБОшкой. Делал оптимизацию по курве. Думаю, ну окей, навряд ли службы прям так сильно повлияли на производительность. Это получается более 20%. Зашел в BIOS, отключил ПБОшку, чтобы результаты были максимально честными. И вот мы можем сравнить, что ПБОшку я делал не агрессивную. По приросту не всегда выше FPS. А вот уже на экране у вас результат с абсолютно одинаковой настройкой BIOS, но слева у нас винда по умолчанию, справа винда после отключения множества базовых и не только базовых служб. Данное выражение с «искал бронзу, нашел золото» здесь идеально подходит. Поэтому давайте я вам покажу все свои действия, что я делал, что отключал, что включал, помимо предыдущей настройки, чтобы вы могли сделать то же самое, либо плюс-минус то же самое на своей системе. Ну а перед тем, как начнем, эй, братик, послушай. Я тут проштудировал интернет и в поисках топовых интернет-магазинов для покупки игр и пополнения Steam аккаунтов. И знаешь, что я обнаружил? Что на Case4Gamers минимальная комиссия от 3%. Между прочим, одна из самых низких на рынке. Пополнить можно абсолютно любой аккаунт. Россия, Казахстан и много других. А ассортимент здесь действительно богатый. Игровые ключи, софт, подписки, подарочные карты и даже Windows. Приобрести очень просто. Выбираем интересующий нас товар, обязательно убеждаемся в доступности нашего региона, добавляем в корзину и переходим к оплате. Можно оплатить по СБП и даже криптой. Обязательно применяем код скидки, это каска, который сэкономит вам целых 15%. Разве это не чудо? Если возникнут какие-либо проблемы, в чем я сомневаюсь, тем не менее поддержка всегда рядом. И, наверное, не менее важная особенность — это регистрация аккаунта. Для того, чтобы отслеживать свои заказы, вдруг чего открывать различные споры. И тут же мы можем увидеть, что каждый продавец проходит обязательную верификацию, а активные пользователи получают бонусное вознаграждение. Ссылочку на Case4Gamers я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. А теперь возвращаемся к ролику. Так как это маркетплейс и многие продавцы задают свои собственные цены, они могут отличаться от других интернет-магазинов. Поэтому зашли на один магазинчик, на второй. Если, допустим, на Case4Gamers вышло дешевле, вводите мой промокодик и получаете хорошую такую скидочку. Окей, предыдущее видео, я надеюсь, вы посмотрели и сделали какие-то небольшие настройки, оптимизации и так далее. А теперь нужно будет зайти в BIOS, там буквально пару кликов. Естественно, BIOS наши будут отличаться, но название функций плюс-минус такой же самый. Если вам доступны XMP профили или Expo, обязательно их включайте, не забывайте. Первый профиль для производительности, второй профиль не сильно агрессивный. То есть, если у вас проблемы с первым профилем, используем второй. И существует, как в моем случае, Tweakit. Это специально подобранные тайминги от производителя вашей материнской платы. Иногда они более производительные, а иногда наоборот не такие стабильные. По курве для моего процессора ничего агрессивного. Выше пока еще не пытался. Будет время, попробую. Я выбрал все ядра, негатив и 20. Это вроде как база для Ryzen 7. В настройках под систему PCI я включил Rebar. В одном из видео я уже об этом рассказывал, но в будущем будут более подробные тесты, которые, кстати, уже лежат у меня на жестком диске. Переходим в параметры интегрированных устройств. И в самом низу находим пропускную способность PCI Express. Здесь я выставил поколение по уровню их поддержки. Допустим, все три штуки M2 у меня поддерживают Gen 4. Это я и выбрал. На данный момент я тестирую Windows UEFI, а обычно выключал, но говорят, UEFI более оптимизирован. Не знаю, не ручаюсь, но пока так. Поддержку от BIOS выключил. И наконец быструю загрузку тоже выключил. А вот теперь наступает та часть, зачем мы все здесь с вами собрались. Это отключение базовых и не только служб.
у меня есть один очень лично для меня полезный текстовый документ. Загружу куда-нибудь на Google Диск и оставлю себя еще в телеге. Ничего сверх жесткого я здесь не отключал. Что знаете, мы перезагружаем ПК, и у нас вместо нашей 11 винды получается XP-шка. Нет, тут по сути я отключил все, что посчитал лишним. Самое главное, не пугайтесь, сейчас я поясню. Первая строчка — это название. Допустим, мы можем его скопировать и ставить его в поисковике для того, чтобы прочитать, что оно делает, зачем оно делает и так далее. Либо еще проще способ — пользуйтесь ChatGPT. Скопировали команду, дали ChatGPT, он вам все подробно расписал. Следующая строчка — что делает данная команда. Location tracking — отслеживание местоположения. Следующая строчка — это путь. Нажимаем поиск, пишем regedit, либо редактор реестра. Копируем путь, PKM, копировать и вставляем прям вот сюда. Нажимаем Enter. Далее имя диворда и значение. В принципе, ребята, которые работали с реестром, для вас ничего сложного в этом нет. Далее Location Tracking Global. То же самое. Копируем, PKM, копировать, вставляем, находим статус и ставим значение 0. И многие могут сказать, а зачем вводить все это вручную, если ты мог бы для нас сделать файл реестра? Типа 2 клика и все это применилось. Ребятки, без проблем. Для тех, кому нравится Ctrl-C, Ctrl-V, я оставлю специальный файл реестра. Тоже загружу его на Google Диск и к себе в телегу. Для того, чтобы вам сэкономить время. Для тех ребят, которые хотят немножко подумать головой, что они делают в своей системе, чтобы вдруг чего откатиться, а не писать в комментариях, что вот там что-то поломалось, не работает индексация, либо еще что-то не работает, чтобы вы понимали, что вы делаете. Для меня это самое важное. Но я прекрасно понимаю, что не у всех есть время на изучение данного материала, либо оно им вообще не надо. Плюс есть некоторые строчки, допустим, вы скопируете путь, его вставите, а его не окажется. То есть вас вернет назад. В таком случае, как мы делаем? Мы копируем путь, но не до конца. Последнюю папку не трогаем. Допустим, Local Machine, System, Control Set и сервис. Копируем. И нам тогда нужно будет в сервисе создать раздел с названием Diag Track, где у вас может отсутствовать, допустим, App Capture Enable, либо вообще сама папка GameDVR. То есть вы создаете папку GameDVR, App Capture Enable, в ней внутри Dword 32, и уже пишите данное значение. Типа такого, я не думаю, что здесь что-то сверхсложное. Продолжаем. Это у нас отключаются системные службы и функция сбора данных. Далее отключается телеметрия и отправка диагностики данных в Windows. Участвует в запуске и управлении диагностики Windows. Отвечает за сбор данных в процессе откладки приложений. Отключение функций хронологии действий. Отключается биометрия Windows. Служба кеширования шрифтов. Отвечает за сбор и мониторинг данных. Отвечает за поддержку и управление устройствами. Отвечает за отправку отчетов о системных сбоях. Помогает старым или несовместимым программам работать на современных версиях операционной системы. Звучит на первый взгляд очень даже неплохо, думаете, ну типа, окей, и данный ассистент нам поможет запустить старую игру или старое приложение. Но оно делает не совсем так, как вы думаете. Это то же самое, что мы вручную нажмем PKM, свойства, и здесь найдем совместимость. Поставим запуск программы и выберем уже там 7, 8 и так далее. Это то же самое оно делает. Поэтому я отключаю такую штучку. Сборщик событий Windows. И в любом случае для журнала событий лучше использовать стороннее приложение, которое не то что лучше, но в нем все ясно. То есть все эти значения будут у нас расшифрованы. Далее у нас идут отключения всех Xbox сервисов. Если вы ими пользуетесь, тогда лучше пропускайте. Предназначено для синхронизации и сохранения игр, отвечает за управление сетевыми функциями и соединениями, отвечает за управление и настройку аксессуаров Xbox, геймпады через USB и Bluetooth. Если у вас геймпад от Xbox, не трогайте данную команду. Отвечает за управление и вход в Xbox Live. Далее отключаем сам GameDVR. Следующее — управление очередями печати и обработку отправленных на печать документов. Если у вас принтер есть, там факсы различные, наверное, оставляйте. Отвечает за управление расширениями и уведомлениями, связанных с принтерами. И сам внизу я для вас оставил, нужно будет сделать не так, для удобства. Это отключение Bluetooth, если вы им не пользуетесь. Я пользуюсь, поэтому оставляю включенным. После данных настроечек, я надеюсь, вы понимаете, для чего мы все это делаем вручную. Потому что есть службы, которые нам лично нужны. И когда вы применяете файл реестра, чаще всего значения присутствуют самые, так сказать, максимальные, которые отключают почти все. Мне это не надо. Кое-что я сохраняю, кое-что отключаю. Но и это еще не все. Нажимаем PKM на пуск, Windows PowerShell администратор и вставляем данную команду. Она будет в описании к видео. Этот твикер очень удобный, от одного
ютубера Криса Титуса. Ребятки, если у вас есть желание, самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. Обычно я не любитель всех твиков, но на GitHub я почитал руководство и каждое значение, что за что отвечает, на что влияет, где какие изменения происходят и так далее. И после этого я уже нашел для себя необходимые твики, которые я отключаю. Вы можете сделать это самостоятельно, если интересно, или довериться мне, что не рекомендую делать, лучше изучить самостоятельно, еще раз повторюсь, и использовать те твики, которые вам нужны. Тем не менее, я покажу свои манипуляции, которые я производил. На первой вкладке Install мы можем загрузить любое приложение с помощью командной строки. Называется, по-моему, winget, если не ошибаюсь. То есть мы нажимаем на Chrome, и у нас прямо в командной строке загружается Google Chrome. Можете здесь все просмотреть. Если вам что-то необходимо, загружайте без проблем. То же самое 7zip, MSI Afterburner и так далее и все подобное. Далее, переходим на твики. Здесь, в принципе, ничего сверхсложного или сверхъестественного нет. Если немножко изучить вопрос, вы все поймете без проблем. Что мне понравилось? Что каждый твик не то что подписан, а мы можем прочитать любое изменение. Допустим, Disable Game DVR. Нажимаем на знак вопроса и нас перекинет на сайт данного ютубера. И здесь мы можем изучить, что он делает и зачем он делает. Имя в реестре, тип, оригинальное значение и новое значение. И здесь все расписано как, зачем и что. Можем открыть файлик JSON и уже увидеть и убедиться в пути. Либо нажать на превью код и то же самое. Вот у нас путь, Game DVR Enable, значение 0, оригинал 1. То есть все легко, ясно и понятно. Плюс мы, если перейдем на русский, Game DVR это приложение Windows, которое является зависимостью для некоторых игр Store. Я никогда не встречал никого, кому бы это могло понравиться, но оно есть для поклонников Xbox. То есть тут даже чувачки расписывают. Надо оно, не надо и так далее. Следующее. IPv6. Для обычных геймеров он не используется, можем тоже отключать. Допустим, телеметрия. Отключаю телеметрию Microsoft. Примечание. Это заблокирует многие настройки браузера Edge. Microsoft активно шпионит за вами, когда вы используете браузер Edge. Название реестра, тип, изначальное значение и новое значение. Что сделал лично я? Создал точку остановления, обязательно. Временные файлы я не удалял. Вы можете сделать это вручную, либо прям в твике. Отключил телеметрию. Да, мы с вами это уже делали. Ничего страшного, если еще раз оно пройдется. Новые значения не создаются. Если уже значение стоит, допустим, на нуле, оно так и останется на нуле. Просто система пропустит данные значения. Отключил историю активности. Отключил DVR. Гибернацию. Кто не в курсе, гибернация дает быстрое включение вашей системы. Звучит круто, но если у нас вырубился свет и мы включили с кнопки, быстренько загрузились, наши драйвера, службы не сбросились. Они пытаются запустить предыдущую точку. Что ничего там критичного нет, ну и не очень хорошо. Поэтому и в BIOS я тоже отключил холодный старт. Пусть система чуть дольше загружается, но все стабильно как надо. Включил Home Group. Location Tracking, Storage Sense я пропустил, Wi-Fi Sense, ну, если вы не используете Wi-Fi, тоже можете галочку поставить. Это я все пропустил, и Recall, пока его еще нет, но, как сказал автор данного твика, что как только будет Recall, если Microsoft все-таки ведут Recall, то можно будет включить данный твик для того, чтобы отключить Recall. Поэтому пока пропускаем. Можно отключить от Adobe. Но я их оставил. Кстати, еще и вот Debloat Edge. Тоже галочку поставил. Отключил IPv6. Уже объяснял почему. Приоритет IPv4 над IPv6. Отключил Teredo, это что связано с IPv6. Далее отключил Background Apps. Это, кстати, полезная штучка. Почему? Отключает работу всех приложений Microsoft Store в фоновом режиме. Как вы знаете, на Windows 11 нет галочки, как было на Windows 10, когда мы могли с помощью буквально одного клика отключить все фоновые приложения. Было удобно, но здесь это убрали. Нужно заходить на каждое приложение вручную и это отключать. Короче, неудобно. Я обычно скипал это на 11 винде, но сейчас, так как
есть такой твик, почему бы и нет. Далее, Disable Full Screen оптимизации. Это, кто не в курсе, здесь свойства, совместимость и вот, отключить оптимизацию весь экран. Я рекомендую это делать конкретно для определенных приложений, не для всех. Disable Microsoft Copilot. Disable Tray календарь. Я не трогал, потому что мы уже это сделали в предыдущем видео. Set Display for Performance. Это у нас, по сути, быстродействие. Я это пока пропустил, потому что у меня есть собственные настройки, которые я обычно использую. Снова же в предыдущем видео я все подробно рассказал. Ну, вы можете применить, почему бы и нет. Это отключаются тени под мышкой, анимации, ну, то, что не так сильно важно. Классический right-click меню, то есть будет открываться не данное контекстное меню, а уже вот такое вот. Remove all MS Store Apps. Не рекомендуют. Далее Remove Microsoft Edge. Можете удалить, но я его оставил. Еще одна полезная галочка Remove Home and Gallery. Это вот здесь главная и галерея. Я их обычно вручную убирал через файл реестра, но здесь у нас в твиках это присутствует, что очень удобно. Можете тоже галочку поставить. Далее Remove OneDrive. Я его обычно удаляю сразу первым делом. Если вы его не удалили, то можете галочку поставить. И нажимаем Run Tweaks. Слева в командной строке у нас будут различные применения, можем увидеть пути, значения и так далее. Справа Customize Preference. Я тут в принципе немножко поклацал и вот что оставил. Кстати, почему у меня включился Bing снова, не знаю. Видите, мы отключили его и у нас здесь применилось значение. Bing Search Enable to 0. Все остальное я оставил включенным. В общем, по настройкам можете сделать как и у меня, типа такого. Далее на конфиге. Здесь я ничего не трогал. Можете, конечно, поковыряться, поставить сэндбокс, если нужен. Дело ваше. Плюс здесь есть удобные фишки. Это ресет сети. Это то же самое, что здесь сброс сети пишем. Далее проверка на ошибки системы. Можем писать вручную в командной строке, скан, и у нас проверится система. Справа можем открыть панель управления. Не знаю зачем, я обычно пишу вручную, но тем не менее. И остальные все настроечки. Далее апдейты, их я не трогал, и микро-вин тоже не трогал. Получается как-то так, ребятки. После этого самое главное, мы перезагружаем нашу систему, лучше всего полностью выключить ПК, пусть сохранятся настроечки, и уже включить с кнопки его. Если у вас будет быстро открываться контекстное меню, к примеру, нажали ПКМ и вы навели мышкой, и оно моментально открывается. Мне так не нравится, мне нужна небольшая задержка. То же самое здесь тоже. ПКМ навели, и оно моментально открывается. User, Control панель и Desktop. Здесь нам нужно будет найти меню Show Delay. Значение 400 это по умолчанию. Мы можем поставить на 200, либо даже 100. Тут уже экспериментируйте и проверяйте. Ввели значение, нажимаем ОК и делаем перезагрузку нашей системы. Хотя она обычно сразу применяется. Еще ниже у нас есть маус. Здесь находим Mouse Hover Time. То же самое, значение 400 по умолчанию. Можем поставить 200, 100, но ниже уже не рекомендую. Кстати, ребятки, забыл сказать, что я еще применил, а точнее отключил данные тайминги. Насчет них веют до сих пор различные мифы. Кто-то говорит есть смысл, кто-то говорит нет смысла. Тем не менее я выключил. Как это повлияло, не знаю. Преогромнейшая благодарность тем ребятам, которые поддерживали и до сих пор поддерживают мой канал на Бусти. Без вас много чего не было бы. Я это действительно ценю и понимаю. Как-то так, ребятки. С вами был Каска. Надеюсь, все вышесказанное было для вас полезным. Желаю высокого FPS.